Его улыбка казалась настоящей, но за ней пряталось то, что никто не видел. На экране он был веселым и энергичным, в жизни тихим и скрытным. Его путь был коротким, словно выстрел в тишине. История Чха Ин-ха — это рассказ о том, как яркий свет может погаснуть внезапно, оставив только вопросы. Чха Ин-ха, настоящее имя Ли Джехо, родился 15 июля 1992 года в Сеуле. Его детство прошло в обычной корейской семье, где не было громких скандалов или роскоши. С ранних лет он был тихим и внимательным ребенком, который предпочитал наблюдать за людьми, а не находиться в центре внимания. Одноклассники вспоминали его как того самого парня, что редко говорил, но всегда улыбался, когда на него смотрели. В подростковом возрасте он увлекся музыкой и театром. Для Чха Ин-ха сцена стала местом, где он мог быть любым сильным, веселым, уверенным. Эта возможность перевоплощаться стала для него спасением от рутинной реальности. Однако путь в индустрию был непрямым. Он пробовал себя на прослушиваниях, получал отказы и снова возвращался, чтобы попытать удачу. Его настойчивость поражала даже друзей. Несмотря на все преграды, он не переставал верить, что однажды выйдет на экран и покажет миру, что способен на большее. В 2017 году Чха Ин-ха получил шанс, который перевернул его жизнь. Он вошел в актерско-музыкальную группу Surprise U, созданную для молодых талантов, способных и петь, и играть. Для него это было не просто дебютом, это было признанием того, что годы упорных попыток не прошли зря. Он оказался в окружении таких же молодых, амбициозных ребят, и вместе они начали покорять маленькие сцены и телепроекты. В том же году он получил свою первую роль в дораме «Температуре of Love». Хотя она была небольшой, его харизма и умение зажигать кадр даже в коротких сценах привлекли внимание зрителей и режиссеров. Эти первые шаги стали для Чха Ин-ха трамплином. Он уже видел, как впереди выстраивается дорога к новым возможностям, и верил, что каждая роль приближает его к большой славе. 2018 и 2019 годы стали для Чха Ин-ха временем, когда его имя начали узнавать все больше зрителей. Он снялся в Walk of Love, Are You Human Too? А затем в Clean With Passion for Now, где сыграл обаятельного и слегка загадочного персонажа. Его экранное присутствие притягивало, он умел передавать эмоции взглядом, без лишних слов. Вскоре последовали новые проекты The Banker, Miss Independent Young 2 и Love with Flaws. В последнем он уже чувствовал себя уверенно в качестве одного из ключевых героев. Партнеры по съемочной площадке отмечали его профессионализм и редкую для начинающего актера дисциплину. Но за кадром он оставался все тем же скромным парнем, который избегал шума и светских вечеринок. Он жил работой и мечтой оставить след в индустрии, где каждый день появляются новые лица. Внешне его жизнь казалась идеальной: новые роли, признание зрителей, стабильная работа. Но в индустрии, где каждый день приносит новые лица, за улыбками часто прячется усталость, а за аплодисментами давящее чувство одиночества. Чха Ин-ха редко делился личным с кем-то вне семьи или близких друзей. Он избегал откровенных интервью, а в социальных сетях появлялся нечасто, предпочитая показывать только теплые и радостные моменты. Но даже через эти фотографии внимательные фанаты замечали, в его взгляде иногда проскальзывала тень грусти. Постоянные графики, съемки до глубокой ночи, строгие требования агентства — все это постепенно истощало его силы. В Корее тема психического здоровья долго оставалась закрытой. Для многих артистов просьба о помощи воспринималась как признак слабости, и Чха Ин-ха не был исключением. Он носил свою тяжесть внутри, продолжая улыбаться для камеры.
3 декабря 2019 года утро началось, как и многие другие. Чха Инха должен был готовиться к съемкам и встречам, но на звонки не отвечал. Его менеджер, обеспокоенный тишиной, поехал к нему домой в районе Каннам, Сеул. Дверь была закрыта, но внутри все выглядело спокойно. Вскоре его нашли без признаков жизни. Новость о его уходе облетела медиа за считанные часы, но агентство Фантиджа сразу попросило журналистов и фанатов воздержаться от догадок. Семья отказалась от вскрытия, решив сохранить тайну последних часов его жизни. Официальная причина смерти так и не была названа. Для многих фанатов это стало шоком. Всего за день до этого Чха Инха опубликовал фото в соцсетях с улыбкой на лице. Никто и представить не мог, что это будет его последнее обращение к миру. Его уход оставил пустоту, которую почувствовали не только фанаты, но и коллеги по индустрии. Актеры и режиссеры, работавшие с ним, вспоминали Чха Инха как человека, который всегда приходил на площадку первым и уходил последним, а его улыбка могла снять напряжение даже в самый трудный день. Фанаты создавали онлайн-страницы памяти, пересматривали сцены из Дорам, оставляли под ними теплые комментарии. Многие писали, что именно его искренность и доброта в кадре помогли им справляться с трудными моментами в собственной жизни. После его смерти в Корее снова заговорили о давлении, которое испытывают молодые артисты, и о том, как важно вовремя замечать тревожные сигналы. Имя Чха Инха стало символом того, что за идеальной картинкой в соцсетях может скрываться глубокая боль. Сегодня его помнят как актера, который успел подарить зрителям тепло, даже если сам не всегда получал его в ответ. И хотя его путь был коротким, след, который он оставил, останется навсегда в сердцах тех, кто успел его узнать. Эта история — напоминание о том, как хрупка человеческая жизнь, особенно когда она проходит под светом софитов. Чха Инха успел оставить след в сердцах людей, но он ушел слишком рано, оставив больше вопросов, чем ответов. А теперь, брат и сестра, я хочу обратиться к вам. Из какой бы страны вы ни смотрели это видео: Корея, Россия, Турция, Америка или любая другая, напишите в комментариях, что для вас значит этот талантливый актер. Вспомните, в какой дораме вы увидели его впервые, или просто оставьте слова поддержки тем, кто сейчас проходит через тяжелые времена. Ваши слова могут стать для кого-то лучом света в темный момент. Давайте вместе сохраним память о Чха Инха и покажем, что его улыбка продолжает жить в сердцах людей по всему миру.